Утром ребята занялись ремонтом машины, а мы с Ильей пошли погулять по городу. Улан-Батор – большой современный город. Он активно застраивается. Машин на улицах много, спальные районы похожи на российские. Архитектура намешана всякой, от сталинского ампира до хрущевок. При этом юрты тоже никуда не пропали. Свой путь мы начали с площади Сухабатора. На этом месте в 1921 году он провозгласил независимость от Китая. На площади проходила книжная выставка. Напротив памятника находится здание парламента Монголии, Великого Хурала, со скульптурным изображением главного героя всех времен Чингисхана. В Улан-Баторе есть несколько крупных музеев. Музей естественной истории, исторический музей и так далее. Музей динозавров пришлось немного поискать. Старое здание сейчас на ремонте. Экспозиция переехала в другое место. Главным экспонатом музея можно назвать скелет торбозавра, самого крупного хищного динозавра, найденного в Монголии. Это скелет особи подросткового возраста, который достигает 7 метров в длину и 2,5 метров в высоту. Крупные скелеты травоядных динозавров принадлежат группе зауроподов. Их длина достигала 25 метров, а вес 30 тонн. Это слой черепашьих панцирей. Скелет овираптора, ворующий яйца. Он получил свое название ошибочно. Сейчас считается, что эти динозавры, наоборот, высиживали кладку, а не воровали чужие яйца. Когда-то первый монастырь, который кочевал по долине Талы, осел на этом месте, оброс гражданскими постройками и превратился в столицу Урга, которая позже стала Улан-Батором. Главный монастырь города – Гандан. Он стоит недалеко от центра столицы. Полное название монастыря переводится как «Большая колесница совершенной радости». Гандан считается главным буддийским монастырем Монголии. Здесь всегда много туристов и паломников. Первое строение из дерева было возведено в 1835 году. В социалистической Монголии монастырь оставался единственным официально действующим в республике. Сейчас в нем проживает около 150 монахов. Доминантой монастыря является главный храм Мекджид Джайнрайсек, внутри которого находится одна из самых высоких в Центральной Азии позолоченная статуя Авалокитешвары, бодхисаттвы, символизирующего сострадание. Ее высота 26 метров. На изготовление статуи ушло 20 тонн меди. Храм возведен в начале 20 века. Он является символом независимости Монголии. Для иностранных туристов вход в храм платный. За разрешение на фотосъемку придется заплатить дополнительно. Плюс за видеосъемку. За мной ходил монах и требовал денег, потому что фото и видео оплачивается отдельно.
На территории монастыря располагается буддийский университет, самый большой в стране. Рядом находится комплекс зданий с тихим двориком и традиционной храмовой архитектурой. Во дворе располагаются молитвенные доски для простирания и барабаны, внутри которых лежат записи молитв. Барабаны нужно вращать справа налево по ходу движения солнца. Горожане приходят сюда с детьми, которые с удовольствием бегают и играют среди старинных построек. Монастырь открыт для посещения ежедневно с 9 до 16 часов. Службы в храмах заканчиваются к полудню. Вход на территорию монастыря бесплатный. Если вас интересуют настоящие местные товары по разумной цене, и вы готовы познакомиться с современной материальной культурой монголов, то вам нужно обязательно посетить главный рынок Улан-Батора Наран-Тулузах. Он находится на окраине столицы. На рынке представлены как традиционные товары, так и разнообразный антиквариат. Здесь продается все, что нужно кочевнику. Несмотря на современную технику, в хозяйстве монгол до сих пор не может обойтись без живой силы. Традиционная теплая одежда и обувь, сапоги с загнутыми носами, сапоги с собачьим мехом, халаты, без которых невозможно жить в степи и пустыне, разнообразнейшие головные уборы, теплые шапки из шкуры волка, традиционная монгольская мебель, которую вы гарантированно увидите в каждой юрте. Всемирно известный монгольский кашемир. Местные ювелирные изделия. За небольшую цену можно найти аутентичное серебряное кольцо ручной работы и другие украшения. Монголы очень любят кольца. Я тоже купил себе на рынке кольцо на память. Целый район рынка завален антиквариатом. Монастырь Дэшчойлин был заново открыт в 1990 году. Он включает в себя 3 храма, а также начальное буддийское училище и библиотеку. Храмы размещаются в 3 больших бетонных юртах, которые в социалистическое время были построены для государственного цирка на месте разрушенного в 30-х годах монастыря. В монастыре проживает порядка 100 монахов. В храмах ведутся регулярные богослужения. А также проводят консультации астрологи. В 2015 году здесь были установлены колокол мира и статуя Будды, окруженная молитвенными цилиндрами. Панораму города лучше всего наблюдать с высоты мемориального комплекса Зайсан. Он построен в честь поддержки Красной армией, Монгольской народной революции и советско-монгольской победы при Халкинголе. К мемориалу ведет 300-ступенная лестница. Внутри выполнено мозаичное панно, на котором изображены сцены поддержки Советской России в народной революции 1921 года, поражения Квантунской армии при Халкинголе, разгрома нацистской Германии и мирной жизни. В любое время здесь полно отдыхающих, которые любуются видами столицы и ее окрестностей. Улан-Батор – большой современный город. Конечно, со своими проблемами. Например, в нашем номере класса люкс не было горячей воды, а из пола торчали гвозди.
но страна развивается и стремится успешно интегрироваться в мировое сообщество. Что ж, пожелаем им удачи. Рано утром, чтобы не стоять в пробках, мы выехали из столицы. Из-за ветра не слышно, что говорит Илья, но я вам переведу. Парня зовут Намсрай. Мы поедем на стойбище к его родителям, пастухам. А мы едем вместе с ним, чтобы снять быт кочевников, настоящих кочевников. Наше путешествие продолжается. Мы едем уже пятером. Нас было 4, теперь с нами добавился наш монгольский проводник, который нас приведет к своему кочевому стойбищу. Это останки древнего города Чин-Талгоя, примерно 11-12 век. Датировать его время существования ученым удалось по осколкам керамики, которых здесь довольно много. Также в источниках упоминаются каменные черепахи, такие же, как в городе Хархарум. Но здесь черепах мы не нашли. Город располагается возле соленого озера. Мы перекусили и двинулись дальше к стойбищу родителей Намсрая. Мы приехали к нашим кочевникам. Пока что никого не видно. Сейчас мы войдем в юрту. И вот сын, наверное, встретится с родителями. Его родители недавно перекочевали с зимнего стойбища на 100 километров и обосновались на новом месте, где больше травы. Обратите внимание, что это настоящие пастухи-кочевники, к ним не возят туристов. Поэтому мы можем увидеть быт современных жителей степи, как он есть, на самом деле. По этой же причине тушу козы, запеченную камнями, блюдо, которое показывают в каждом фильме про Монголию, нам попробовать не удастся. Это блюдо готовят только по праздникам или для туристов за приличную плату. Вместо этого мы поближе познакомились с козлячьей молодежью, пока ждали хозяев.